बार बार फोन कर रहे हैं मेरे को, इधर कैमरा नहीं, मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर आता हूँ। हाँ, आनंद देखो देखो। Привет всем, друзья! Меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». И сейчас я нахожусь в салоне красоты. Запоминайте меня такой, какая я сейчас, а в конце видео я думаю, что вы меня вообще не узнаете. Да, друзья, не только пора ходить по салонам. Я себя, кстати, хочу привести в порядок по случаю своего дня рождения. Пора мне сказал, что меня ждет какой-то сюрприз. Он мне не говорит, но я вот по каким-то намекам догадываюсь, что он хочет снять номер в пятизвездочном отеле. Друзья, он там намекал, что-то говорил за Ирину Хинди, а я знаю, что Ирина Хинди несколько раз останавливалась в отеле Тадж Махал в Мумбаи. Это самый элитный в Индии отель. Ну, я не знаю, может быть, это мои догадки, может быть, я не права, но очень хочется верить, что я правильно поняла намеки своего мужа. Вот, поэтому я хочу выглядеть очень хорошо и соответствовать этому уровню. Сложно объяснить, поэтому лучше показать, чем объяснять на пальцах. Что, друзья, парама не всегда получается понять до конца. И вот сейчас, кстати, я, ну ладно, уже вам признаюсь, что я сейчас хочу волосы немножечко осветлить. Первый раз в жизни. Я вообще на самом деле об этом давно мечтала, но не решалась, особенно после замужества. Мне всегда казалось, что Параму, тут он всегда так меня нахваливает, когда я в каких-то таких индийских нарядах. И где-то на подсознательном уровне я для себя решила, что я должна быть похожей на индианку. Старалась всячески подражать индийским женщинам. А тут недавно у него в телефоне, представьте, я увидела, что он лайкает девушек белокурых, Анну Курникову, ну еще там каких-то красоток. И я спрашиваю, а тебе, говорю, что правда нравятся такие светленькие девушки? Он такой, да, нравятся, очень красиво. Я же говорю, такая, ну я что-то думала, что тебе темненькие нравятся. Он говорит, Наташа, я поэтому на тебе и женился, я поэтому тебя и полюбил, что ты иностранка. Твоя индивидуальность мне нравится. И так как ты иностранка, я прекрасно понимаю, что вы любите экспериментировать, и если ты перекрасишься в светлый цвет, я все это одобряю, я только за руку. То есть я столько лет живу со своим мужем и до сих пор, можно сказать, его не раскусила. Такой, знаете, темная лошадка у меня муж. Я, конечно, сейчас переживаю, что это будет, ну, надо рисковать. В общем, мне осветляют несколько прядей, не всю голову. Ну, хочется, знаете, как-то освежиться. Вот, ну и что я хотела сказать по поводу индийцев, что это не только Парам, что они все такие, они в какой-то степени лицемеры. Их сложно понять, сложно раскусить. Вот помните, недавно я видео снимала, где Насима я угощала зефиркой и киселем. И он тогда так нахваливал, говорит, так вкусно, так замечательно на камеру. А потом уже, когда камеру выключила, я пошла вниз на кухню. И что я увидела? Стоит стакан с этим киселем полный. Он тогда на камеру глоточек сделал и все, и положил уже в мойку, то есть уже собрался его выливать. Я же говорю, Насим, так а чего ты на камеру сказал, что тебе понравилось, что тебе вкусно? Ты что, не мог правду сказать? И он говорит... А я, говорит, знаете, у него такое лицо, прям было видно, что он расстроился, что я его раскусила. То есть ему стыдно стало. И он говорит, а мне, говорит, не хотелось говорить правду, потому что, а вдруг все твои зрители подумают, что я глупый. Что как такое может не нравиться. Я говорю, да ну чего ты, говорю, конечно же, у всех людей разные вкусы. И даже среди наших тоже не всем эти кисель нравятся. А я вот всегда стараюсь говорить правду. Даже если мне не нравится блюдо, я все равно скажу об этом. Ну, конечно, как-то тактично, чтобы не обидеть хозяйку. И вот сейчас, кстати, посмотрите сюжет.
какой деликатес мне недавно дали попробовать индийцы. То есть не только я их мучаю своими угощениями, но посмотрите, пожалуйста, что они мне дали съесть. В итоге, из-за чего у меня чуть не возник, извините, рвотный рефлекс. Внимание на экран. Смотрите, друзья. А? Why? Why? No problem, this interesting. Насим застеснялся. Просто хочу вам показать, ребята, что вот едят индийцы. Сегодня мужчина подошел к нашему отелю и говорит: ребята, вы хотите купить рыбу, вкуснейшую рыбу, речную? Представьте себе, вот это вот стоит 400 рупий. Я бы мне бесплатно бы давали, я бы не взяла. Таким вот образом он очищает эту рыбу от чешуи. Мелкая рыбешка речная. Сначала Хусен сидел примерно час, доставал все внутренности, обрезал плавнички, а сейчас вот таким вот образом он смешал воду и пепел, и на вот такой вот поверхности, типа как на асфальте, очищает. Это тоже занимает очень много времени. Шафи. Вот. Шавар, говорит. Рыба принимает душ. Шавар. So, do you like this food? Don't like. Насим не любит. Я вам честно признаюсь, вот такую вот еду любит хозяин нашего отеля. У него такой особый вкус. Гурман, можно сказать. И любит потратить кучу времени, кучу денег ради того, чтобы почувствовать этот неописуемый вкус. Но я обещаю вам, друзья, я все-таки рискну и попробую. Я очень любопытна, и мне всегда интересно попробовать, что же любят другие люди. А ну, показывай со всех сторон. Видите, действительно, все чистенькое. Чистенькая рыбешка, ни одной чешуинки нету. Ребята, это еще не все, обработка не закончилась. Смотрите, еще там что-то Насим вычищает. Там от нее уже вообще ничего не останется в итоге. Друзья, я бы кошке отдала бы и не мучилась. Кошка бы была довольная и, ну, не знаю, яичницу бы пожарила бы. Ну что, тут я ненадолго отлучилась. Сейчас посмотрим, проверим, как тут процесс идет. Я уже предвкушаю, какая это будет вкусная рыбка. Насим смешал эту рыбу со специями. Специальный набор для рыбы. Ну, уже, кстати, пахнет вкусно. Я вообще обожаю вот этот вот запах жареного чеснока. И сейчас пошла рыбка. Знаете, если бы не видеть предыдущие пункты, то, может быть, действительно, я бы сейчас эту рыбу с удовольствием стала пробовать. А так, конечно, у меня, к сожалению, перед глазами стоит картина, как Хусен ее чистит этим пеплом. И, честно говоря, мне немножечко страшно. Настал долгожданный момент, друзья. Видно такой, не очень видно. Господи. What I must with bones? Надо есть вместе с костями. Но я не буду. Вот тут позвоночник, в принципе, как на кильке. Ну как, нормально так. В принципе. Дай мне, пожалуйста. Артур еще хочет попробовать, но очень спайси. Ну, дай Артур, для тебя мне. будет спайси. На, пробуем. Ну и если отвлечься, если забыться от всего того, что я видела раньше, все эти этапы приготовления, то в принципе нормально. То есть, друзья, вы когда будете есть в гостях, можете предположить после просмотра моего видео, как это все готовилось. Дай, пожалуйста. Ты еще хочешь? Артур не видел, поэтому он так просит. Хорошо, котик. Ну все, выключаем камеру. Сейчас будем есть. И 5 удары наносятся мощно, серьезно, чуть быстрее, чуть... Возвращать вам постоянно к лицу, может, очищается. И 2, и 3, 4.
дорогие зрители, многие из вас за нас сильно переживали. Теперь можете вздохнуть с облегчением. И мы тоже вздохнули с облегчением, потому что наконец-то у Артура начались каникулы. И теперь нам не придется каждый день шлепать по 2 часа этим лужам. Друзья, ну, с одной стороны, это, конечно, классно, здорово, но с другой стороны, вот без движения за сезон дождей мы можем превратиться в огромных поросят. Но, слава богу, у меня есть палочка-выручалочка, очень удобная платформа по фитнесу FitStar. И, кстати, мы сейчас на ней занимаемся вместе с Артуром. Руки в стороны. Скручиваемся. Выдох. Вернись. Последний разочек. Вернись. 2, 3. Опустились. Сильные руки. Очень сильные. Поэтому с вами мы сегодня будем что? Отжиматься. Представляете? Три счета. 1, 2, 3. Опустились. Отдыхаем. Я уже 3-й месяц занимаюсь на платформе FitStar. Это настолько удобно, друзья. Не нужно никакого дополнительного оборудования. Только от 7 до 30 минут свободного времени в день. Я уже себе подкачала ягодицы по программе «Идеальные ягодицы». Похудела. И сейчас у меня программа 30 дней нон-стоп. Сегодня у меня 3-й день. Сегодня будет растяжка. Стопа опорной ноги на себя. И дотягиваемся вперед. Друзья, на FitStar более 1300 разнообразных тренировок по 80 программам. Похудение, зумба, растяжки, пилаты, зарядки, йога и много чего другого. Не нужно никакой подготовки, все программы подходят новичкам. И результатом вы сможете порадоваться уже через несколько недель. Также на платформе есть раздел питания с рецептами, с расчетом калорий и с целым курсом об основах рационального питания. Как вы знаете, правильно питаться — это так же важно, как и тренировки. Друзья, себе я оформила безлимитную подписку, что и вам рекомендую. Сейчас я занимаюсь по программе 30 дней нон-стоп. Ну и иногда для поднятия настроения занимаюсь зумба. Тренировки классные, преподаватели огонь, все так четко объясняют, без воды. Преподаватель Ольга меня уже научила думать мышцами, настолько классно она объясняет технику. Еще есть программы специальные для детей от 3 лет. Заинтересует любого ребенка, поверьте мне. А сейчас, внимание, друзья, только неделю по промокоду «Замуж в Индию» 70% на все тарифы. Безлимит всего 3990. Это выгоднее даже, чем абонемент в спортзал. Я оформила себе безлимитную подписку и вам тоже рекомендую. Давайте будем заниматься вместе. Делаем вдох, прогибаемся, выдох. Старайтесь в этом упражнении не в пояснице акцентировать внимание. Мам, чуть-чуть вверх. Не, чуть-чуть вниз. Отталкиваемся руками от пола, делаем Вара. Вот эти вот самые первые уже сняли. Посмотрите, но это сейчас еще не высушено, не вымыто. Правда, надеюсь, что результат будет немножко другим. Но у меня, видите, и так волосы. Вот видите, вот это вот натуральное такое выгорание. Нас даже, смотрите, кофе угостили. Такое приятное отношение. Это хозяйка салона «На дому». Я уже здесь была, но кто не видел, рассказываю, что вот эта девушка здесь живет всей своей семьей. И вот у нее одна комната полностью обустроена как салон. И брови выщипывает, и масочки делает, и чистки для лица, ну и все, что можно с волосом. Да, и, кстати, маникюр тоже здесь, и педикюр делает, но не гель, обычным лаком. И там дальше у них уже комнаты жилые. Вот, а здесь, смотрите, еще сколько всего. То есть, как обычно везде, в любых салонах, здесь клиента начинают немножечко разводить. И вот мне уже эта девушка предложила купить шампунь и маску для таких вот уже окрашенных волос. Что сейчас мне нужен особый уход.
Вот, друзья, вот такой вот шампунь мне советуют приобрести. L'Oréal хочет, в общем, чтобы я изменила своему Патанджали. Ну, попробуем, а что? Надо экспериментировать, все надо попробовать. Хоть мне и нравится, потом вернусь, если не понравится. И маску. А ну, покажи маску. Маска или что это такое? Да, маска для волос. Сейчас Парам меня привел в магазин и говорит: моя дорогая жена, тебя ждет сюрприз. Какой сюрприз, Парам? Ведь сюрприз, а? Let's see. Come on, see. I'll show you. Какой-то у меня романтик, you very romantic. Все время all time surprise, сюрприз, постоянно сюрпризы, знаете, так не рассказывает сразу. Но это приятно. Уже столько лет вместе, а все еще Парам меня сюрпризами балует. Ну, вообще уже в таком магазине, честно говоря, что тут можно купить? Щетку для туалета. Стой! Что? Вернее, для твоего массажа. Артур вспомнил, что я такую, почти такую щетку покупала, чтобы делать массаж антицеллюлитный. Я тебе скажу по секрету, что там папа говорил, это что-то очень огромное и теплое. Вы уже догадываетесь, что это может быть большое и теплое? Теплое, как твое сердце. Это же прибор, а не сердце. Thank you, birthday gift. Don't say me all time how much I must spend for you money. Take. Thank you. You happy now? Да, very happy. Нужная вещь для того, чтобы сушить одежду, потому что вообще ничего не сохнет. Мы поставим в комнате. У нас сейчас такая большая проблема, ничего не сохнет. И стены у нас намокают от сырости, от влажности. У нас на стенах прямо капли образуются. Стараюсь аккуратно носить одежду, чтобы как можно реже приходилось стирать, потому что ничего не сохнет. Ну, неделю не сохнет вообще. Мои дорогие зрители, многие из вас пишут в комментариях, спрашивают, куда же делась тетушка, где же наша Мауси. Так вот, друзья, с ней все в порядке. Вы видите, она жива-здорова и прекрасно себя чувствует и отлично выглядит. Она у нас сейчас уже не работает. Она нашла себе другую работу. नरीमन की काम करने बर्तन हाँ बर्तन धोने जा रही है मैं उधर काय ना निस्ता कपड़ा नहीं Ну, в общем, ребята, она английский вообще не понимает. На самом деле я прекрасно знаю, что она работает в магазине, где изготавливают сладости. Индийский называется чики. Вот. И она там моет посуду, убирает, моет пол. Ну, в общем, такую вот работу выполняет. И, кстати, к нам она тоже иногда заходит на чаек, на кофеек. То есть у нас нормальные отношения. Мы, как говорится, разошлись по-хорошему. Окей. Come to Мадумалти. Пригласила ее в Мадумалти. Все, окей, бай. А мы сейчас решили немножечко прогуляться в парке, пока дождь только моросит. Нет ливня, можно хоть немножечко пройтись по нашему любимому Матерану, косточки размять. А Артур, вы видите, в моих сапожках вышел, он специально попросил: мам, да, я, пожалуйста, их надену, чтобы ходить по лужам. Для него это огромное удовольствие. Ты смотри, там не утони, Артур, мало ли. У меня, кстати, в детстве когда-то было такое, что я думала, что это мелкая лужа. В итоге провалилась зимой под лед по грудь. В общем, очень были неприятные воспоминания. Поэтому, Артур, в Индии может быть все, что угодно. Это у меня было в Харькове. А в Индии так тем более. Иди сюда. Наш парк сейчас частично превратился в болото, но все равно все очень красиво, зелено. Видите, люди сюда приходят, туристы, фотографируются. Все как и прежде, все как и было, когда не было дождей. Фотограф, смотрите, как приспособил зонт, чтобы камера не намокала. А как он держит? Мне тоже надо. Я все время сейчас Параму прошу, чтобы он надо мной держал зонт аккуратно. А он сейчас убежал. Парам, давай, ассистент, иди, выполняй свою работу. Амбрелла.
веток. У меня уже проблемы с камерой от вот этой вот повышенной влажности. Иногда запотевает стекло. Скорее бы эти дожди закончились. Вы видите, вот опускается сейчас туман, и у меня может запотеть сейчас стекло. Друзья, а Мауси у нас уже давно не работает. Я не знаю, почему вы только сейчас заметили и активно спрашиваете в комментариях. Она ушла с тех пор, как появился у нас постоянный наш работник Халим, который работает сутками. А Мауси была как бы на подмене. Только что прошел очень-очень страшный ливень. Просто, что называется, дождь был как из ведра. И вот посмотрите, канавы настолько переполнены, что вода идет поверх. И вот она стекает. То есть вот сюда спуститься на нижнюю улицу опасно. Даже сейчас иду и чувствую, как, знаете, как по горной реке. Такое течение. И вот еще, смотрите, вот эта вот канава как раз находится под нашим окном. Посмотрите, какой ужас. Это просто стихия. Вон люди тоже снимают на видео. И вот это вот журчание мы постоянно слушаем. В сезон дождей, к сожалению, много людей погибает от наводнений, от вот таких вот горных рек и от оползней. Так, ту-ду-ду-ду, друзья, смотрите и любуйтесь результатом моей покраски. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. Смотрите, вот несколько прядей спереди, симметрично с одной стороны, с другой стороны. И еще она сделала внизу. Вы знаете, что я очень люблю делать себе гульку наверху, и тогда той прической будет видно, что сзади творится. Вот, ну, мне, в принципе, нравится. Парам, как тебе моя прическа, мой my new style? Yeah, very best. Good look. Параму очень понравилось, действительно, он Good считает, like different. как ее, Курникова. See, you're beautiful. Ой, thank you. Yes. Of course, Спасибо. My wife. Спасибо. Видите, я говорю, не дотягиваю, а Парам говорит, что я еще красивее. Yeah, she very beautiful. But I'm... You more than she. Да. Of course. Я ж растерялась, вы знаете, хотела рассказать историю интересную, которую мне Парам поведал только что. Он отводил Артура и на обратном пути нашел клиентов. When I come back in railway station, one couple stand there. I'm asking, you need rooms? Say how much it is. I said 1,000 rupees. No, cheap, right? So no, I am YouTuber. How much you give discount? Парам нашел клиентов, и эти клиенты попросили скидку за то, что они YouTube-блогеры. То есть они хотят снять видео, посвятить его нашему отелю. Ну, не знаю, хотят ли они посвятить полностью видео или как, может, они вообще какую-то ерунду расскажут. Но факт в том, что они попросили скидку. И Парам же, естественно, уточнила, сколько у вас подписчиков. Они говорят, 1400, да, 1400 подписчиков. И просят скидку. Ну и Парам говорит, что а вот моя жена тоже блогер, и у нее 115 тысяч подписчиков. И, кстати, жена не пользуется, ни разу не пользовалась своим, так сказать, положением. Не знаю, я как-то, может быть, стесняюсь. Я знаю, что многие блогеры, особенно путешественники, используют бартер, то есть они поселяются в каком-то отеле, в каком-то заведении, совершенно бесплатно поселяются, взамен рассказывают, то есть делают рекламу этого места. Ладно, поживем, увидим. Ну все, мои дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что вы вместе с нами. До свидания, до скорых новых встреч. Пока-пока. Не спи. Я болтаю, он засыпает. Ой. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.